Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый балканский торт «Ледяной ветер». Торт этот меренговый, чем-то напоминает меренговый рулет. На вкус он гораздо богаче получается, чем меренговый рулет. Получается вот такой прекрасный роскошный разрез с двумя видами крема, с фруктовой начинкой и вот с такими пышными меренговыми коржами. Как их сделать, все покажу в этом видео. Итак, для начала я разделяю 10 яиц на желтки и белки. Яйца я беру среднего размера, комнатной температуры. Каждое яйцо весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Яйца нужно разделять тщательно, бережно, чтобы ни капли желтка не попало в белки. И посуда, естественно, для взбивания белков должна быть полностью обезжирена. Белки пока что отставляю в сторону. Даже на несколько минут желтки я все равно накрываю крышечкой, чтобы они не затягивались пленкой. 20 грамм кукурузного крахмала, 8 грамм ванильного сахара и 80 грамм сахара. От 300 миллилитров общего количества молока слегка отливаю в сухую смесь, перемешиваю, добавляю туда вот эти 10 желтков, которые мы приготовили ранее. Все это аккуратно смешиваю и добавляю все это к общему молоку. То есть общее количество молока должно быть 300 мл для этого крема. Увариваю всю эту смесь на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании, довожу до кипения. Как только пойдут первые пузыри, первые признаки кипения, провариваю еще примерно 20 секунд и сразу же снимаю с огня. Переливаю в ту емкость, где у меня вся эта масса заварная будет остывать до комнатной температуры, не до холодного состояния. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт и отставляю пока в сторону. И готовлю уже меренговый корж. 10 белков, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю просто до состояния пены и добавляю туда 400 грамм сахара. Общее количество белка здесь 300 грамм, чтобы вам ориентироваться, у кого белок, допустим, пастеризованный, и вы наливаете его из упаковки. На 300 грамм белка берем здесь 400 грамм сахара. Повзбивала примерно минуту, добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. И с момента введения крахмала я взбиваю еще 3 минуты. Сейчас я добавляю туда 1 столовую ложку лимонного сока, либо же половина чайной ложки лимонной кислоты можете добавить. И вот с момента введения лимонного сока я взбиваю еще 12 минут всю эту массу, потому что белка здесь очень много. Миксер у меня маломощный, 300 ватт. Нужна именно очень плотная, глянцевая и устойчивая меренговая масса, чтобы получился вот такой пышный меренговый корж. Это очень важно, все зависит от того, как вы взобьете меренгу. То есть пики должны быть даже не подрагивающими. Меренга должна быть действительно очень плотной. Перекладываю сейчас все это сразу в кондитерский мешок. Противень у меня здесь стандартный, 42 на 32 сантиметра. Выпекать я буду сразу одним коржом, потом буду разделять на 3 коржа уже и собирать с ними торт. То есть это делается быстрее всего. Бумага для выпечки у меня здесь силиконизированная. Если у вас не силиконизированная бумага для выпечки, следует ее смазать буквально капелькой растительного масла перед тем, как вы будете наносить на нее меренгу. Сейчас из кондитерского мешка я буду наносить всю меренгу на этот уже противень. Так мне делать удобнее. И смотрите, буквально по 2 сантиметра я отступаю от каждого бортика с боков. Так лучше распределяется меренга. Выпекать я буду при температуре 160 градусов с конвекцией 25 минут в моей духовке. Выпекать я буду, как уже сказала, обязательно с конвекцией на среднем уровне, примерно 25 минут. Если у вас нет конвекции, вы можете выпекать при температуре 150 градусов Цельсия примерно 35 минут, но корж не будет таким пышным. И получается вот такой пышный, очень объемный корж тогда. И видите, весь противень у нас полностью занялся уже меренгой. Сейчас сразу же, как только слегка, буквально 5 минут у меня прошло, еще очень горячий у меня в принципе противень, я сразу же переворачиваю все это на решетку, очень бережно снимаю бумагу для выпечки. Вот такой меренговый корж у меня получился. Полностью сейчас даю ему остыть на вот этом листе для выпечки, на бумаге для выпечки. Со дна сразу же удаляю бумагу для выпечки, чтобы корж не отсыревал. Срезаю, это просто для видео я делаю, срезаю с него вот эти бортики, потому что они здесь неровные, естественно. Вот такая ширина меренги, я считаю, очень хорошая получается. Разделяю на 3 равных коржа, потому что у меня здесь сейчас 36 сантиметров получился вот этот большой корж. По 12 сантиметров у меня будет 3 коржа.
Нарезаю их сразу и отставляю в сторону. Если вы новичок и вам нужен для домашнего чаепития, просто вы можете все это разделить просто на 2 коржа. Не обрезать никаких бортиков. И также у вас будет все прекрасно, вкусно и очень красиво. Итак, масса заварная у меня уже остыла до комнатной температуры. Сейчас 150 грамм сливочного масла размягченного. Я повзбивала пару минут и ввожу туда буквально по 2 столовые ложки вот этой заварной основы. Все это быстро перемешиваю, долго не взбиваю. Получается вот такой прекрасный устойчивый крем. И теперь взбиваю сливки. 350 мл сливок для взбивания жирностью не менее 30%. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, 30 грамм сахарной пудры и 16 грамм загустителя для сливок. Сливки, естественно, должны быть очень хорошо охлажденными. Жирность сливок берем не менее 30% для этого. Вот такая плотная, пышная сливочная масса у нас в итоге должна получиться. И с ней я буду собирать также этот торт. Сейчас я подготовлю фрукты. Здесь у меня 2 нектарина, нарезала их вот на такие дольки, 6 штучек клубники также нарезаю вот на такие мелкие слайсы. И 2 штуки киви здесь у меня также нарезаю вот такими дольками. Отставляю все это в сторону и начинаю уже сборку торта. Вот такие превосходные коржи получаются. Заварной крем я разделила на 3 части, я их разложила сразу в 3 кондитерских мешка, мне так удобнее работать сразу. Наношу на каждый корж. Лучше всего это делать, конечно же, на весах, особенно если вы новичок. Выкладываю киви, можете в любой последовательности, абсолютно любые фрукты и ягоды можете здесь использовать. Ледяной ветер, этот торт, всегда идет именно со свежими фруктами и ягодами, в отличие от меренгового рулета. Сливочный крем я разделила на 4 части, то есть 3 части у меня пойдет на коржи и 4-я часть на украшение. Вот этот сливочный слой не должен быть высоким, иначе торт у вас будет неустойчивым. Такие превосходные коржи, объемные очень. Выкладываю вот так при помощи вот такой доски, которая гнется, очень удобные пластиковые досочки такие. Благодаря тому, что мы по линейке разрезали все эти 3 коржа, торт сразу получается достаточно ровным. Советую всегда так делать, особенно для новичков. Обратите на это внимание. На этот корж также наношу порцию заварного крема, выкладываю клубнику уже теперь. Также клубнику покрываю сливочным кремом. Сливочный крем я также разложила в кондитерские мешки. Так сразу удобнее работать. Если у вас нет кондитерских мешков, можете для этого взять просто пакет для заморозки продуктов. Проделываю то же самое с 3-м коржом. Если вы новичок, допустим, и боитесь делать вот такой высокий торт, потому что торт действительно высокий, он красивый в разрезе, но он очень высокий. Вы просто этот меренговый большой корж можете разрезать на 2 коржа и собрать более низкий торт по этому же совершенно принципу, использовать свои любимые ягоды и фрукты для начинки, и все у вас также получится. Просто не будет таким высоким торт, он будет более низким, будет более удобно нарезаться, также он будет необыкновенно просто вкусным. Итак, сейчас я разравниваю. Боковины тортика я покрываю белым шоколадом. Вы можете обжаренным миндалем, орехами, всем, чем хотите. Можете вообще ничем не покрывать. 100 грамм белого шоколада у меня здесь ушло. И остатками 4-й части сливочного крема я украшаю этот тортик сверху. В данном случае я использую кондитерскую насадку 7FT. В принципе, торт очень простой в приготовлении. Кто боится делать меренговые рулеты, очень советую делать вот торт «Ледяной ветер». Его также можно и в круглых формах готовить, но это будет долго, потому что каждый корж придется выпекать отдельно. Если у вас, допустим, духовка не печет сразу 2 уровня, я, допустим, этот торт всегда пеку вот так, просто на одном противне. Нарезаю сейчас, показываю вам крупными кусками. Я его не ставила в холодильник, то есть он у меня ни минуты не стоял в холодильнике. Если стоит в холодильнике, он будет очень устойчивым. Именно благодаря заварному крему на масляной основе, потому что она как бы свяжет так между собой все 3 коржа, и он будет мега устойчивым, этот тортик. Здесь блюдце у меня немножко маловато было для этого кусочка, поэтому показываю на следующих кусочках. Вот такой прекрасный у него разрез. Сейчас для вас я померяю все это, естественно, линейкой, то есть каждый корж, верхний и нижний корж у меня будет по 1,5 сантиметра. Я считаю, это превосходный результат для меренгового коржа. Здесь близко меряю, 1,5 сантиметра это верхний, вот и нижний корж, и средний корж примерно 18 миллиметров в высоту. От 18 до 20 миллиметров он получается в высоту.
Прекрасно надламывается вилкой, не превращается в кашу. Очень красивый у него разрез, он превосходно держит форму при надламывании вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.